Я всех приветствую, в этом видеоролике я вам расскажу, как изменить хостнейм в вашей OpenVRT. По дефолту, внимание, хостнейм транслируется, насколько я понимаю, по DHCP именно для провайдера. Соответственно, мы первоначально его поменяем. Меняется, конечно же, это System вкладочка, и мы здесь видим хостнейм. Соответственно, этот хостнейм мы можем поменять на что-либо, что вы хотите. Давайте первоначально я скопирую имя устройства моего компьютера. Хостнейм это, по сути, то же самое, да. Заходим, мы здесь видим, что мой компьютер называется X. Этот X я скопирую, конечно же. Также мой компьютер я могу переименовать, если вот захочу. Но в данном случае моя задача взять хостнейм моего компьютера, да, по сути, и засунуть его в OpenVRT. Сюда я вставляю X, после чего нажимаю, конечно же, обязательно сохранить и применить. Ждем сохранения и применения, после чего OpenVRT будет представляться моему провайдеру как X устройство, скажем таки, да, то есть хостнейм будет транслироваться по DHCP именно как X. То есть в теории, конечно же, это в дефолте работает именно таким образом, насколько я понимаю. Итак, далее второй вариант. Давайте мы теперь переименуемся под классический вариант, что-то типа desktop и какая-либо приписка. Вставляю этот параметр. Здесь desktop это Windows 10 обычно, по-моему, такое название устройства имело, Windows 7 и так далее. Ну и затем какая-либо приписка. Также нажимаю кнопочку сохранить и применить, жду какое-то время, после чего все это дело применяется. Но мне здесь не нравится то, что слева наверху именно меняется надпись устройства хостнейм. Он меняется также слева наверху на веб-морде OpenVRT. И мой провайдер видит, что я desktop там и так далее. То есть в таком случае как бы хостнейм транслируется именно такой. Давайте я поменяю на default OpenVRT. Я хочу видеть слева наверху OpenVRT, но при этом я сделаю следующий шаг. В OpenVRT мы изменим настройки для того, чтобы провайдер не видел, что мы работаем именно с OpenVRT, что у нас устройство какое-то, либо роутер, в моем случае это компьютер, который я использую в качестве роутера, чтобы мой провайдер не видел, что это вот OpenVRT устройство, чтобы хостнейм не отправлялся. Для этого заходим в Network Interface, по-моему. Вот, и здесь, конечно же, находим великолепный WAN разъем. WAN разъем это тот разъем, куда подключается интернет-провод от провайдера. Нажимаем здесь Edit, редактировать. Вот, и в самом низу мы видим, что здесь есть надпись такая, что Send отправлять моему провайдеру хостнейм через DHCP. И здесь мы видим переключение такое, видите, по дефолту здесь отправляется хостнейм моему провайдеру, и мой провайдер видит надпись OpenVRT по дефолту. Я изменяю параметр не отправлять хостнейм по DHCP, соответственно, после чего сохраняю. И здесь обязательно нужно нажать кнопочку «Сохранить и применить», чтобы все это дело применилось, поскольку, видите, там MAC-адреса не написано было. Нажимаю кнопочку «Сохранить и применить», жду какое-то время, после чего все это дело поменяется. И теперь мой провайдер, он видит только MAC-адрес. То есть мы видим, что изменил параметр, теперь send не отправляется, по сути, да, название нашего устройства. И мой провайдер видит только лишь MAC-адрес. Хостнейма он уже не видит. То есть таким вот образом все устроено. Далее также захожу в этот параметр и сейчас покажу, как именно поменять MAC-адрес. Итак, для того, чтобы поменять MAC-адрес, мы, конечно же, и меняем только на WAN. WAN устройство, соответственно, физический разъем это X4 снизу, то есть наверху WAN, снизу X4. Это говорит о том, что интернет-провод подключен к разъему X4, поскольку я его выбрал, да. Интернет-провод от провайдера подключен именно к X4, и, соответственно, захожу во вкладочку девайсы, и здесь нахожу название устройства X4 физически, да, разъем, и здесь вот могу поменять MAC-адрес на любой, какой хочу. В принципе, как-то так. И именно этот MAC-адрес будет видеть мой провайдер. То есть и по нему определять, что это именно я. То есть таким вот образом все это здесь устроено. То BRLAN это то, что находится у вас только в сети, и этого провайдер уже не видит. Если видео было полезно, с тебя лайк, комментарий, подписка и по возможности донат.